Об одном из феноменальных случаев единоборства красноармейца и нескольких десятков гитлеровцев споры не умолкают до сих пор. Но факт остается фактом. В истории Великой Отечественной войны немало воистину невероятных случаев, и самый невероятный из них – подвиг Дмитрия Романовича Овчаренко. Он был самым обычным бойцом рабоче-крестьянской Красной армии, который родился и вырос в крестьянской семье. С начала войны красноармеец Овчаренко на передовой линии. Он служил в должности пулеметчика 3-й пулеметной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии. Практически в первые дни Овчаренко был ранен, но отказался лечиться в госпитале, став ездовым. Красноармеец оказался в самом пекле боев с гитлеровской армией и буквально в первые же дни войны получил ранение. Но Дмитрий не стал отлеживаться в госпитале и начал помогать своему подразделению, работая ездовым. 13 июля 1941 года в районе села Писец красноармеец перевозил боеприпасы, как вдруг был окружен немцами, подъехавшими на 2 автомобилях. Один из офицеров, подойдя к Овчаренко и выбив у него винтовку, стал задавать вопросы. Но красноармеец не только не стал отвечать, но, схватив из телеги топор, зарубил офицера, а затем бросил в сторону немцев 3 гранаты, лежавшие в повозке. Ошарашенные гитлеровцы разбежались вместе с 2 оставшимися в живых офицерами, но одному из них не повезло. Овчаренко догнал его уже в районе деревенских огородов и также зарубил. В общей сложности от рук безоружного красноармейца погибли 21 солдат и 2 офицера вермахта. За этот подвиг Дмитрий Романович Овчаренко был удостоен звания Героя Советского Союза. Несмотря на то, что многие якобы эксперты уверяют, что подобное вымысел, следует отметить, что в начале войны не награждали даже медалями, не говоря уже о присвоении высшего звания. Значит, сам факт числа убитых гитлеровцев был засвидетельствован командованием. И, к слову, на такой подвиг был способен далеко не каждый боец, ведь убийство, пусть даже и противника, очень тяжелое испытание для психики военнослужащего. К сожалению, до победы Дмитрий Романович Овчаренко не дожил. 28 января 1945 года он погиб во время освобождения венгерского города Шерегиеш.